Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2024 високосный год. Ну что, мои близнецы, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Ну что, ребят, как говорится, год, который начался с ретроградного Меркурия, простым-то и не назовешь, да? Ваш прямой управитель, от этого, естественно, никуда не деться. Кроме того, что у нас, на 1 января Меркурий был ретроградный, так у нас еще и в 2024 году еще будет 3 отрезка времени, когда Меркурий будет ретрограден. На самом деле это больше, чем обычно. То есть подвиснет ретро-мерк, да, в апреле, в июле и в конце ноября до середины декабря. Поэтому это те самые моменты, когда ваша жизнь, основные такие циклы, когда она подвиснет, да, и сразу после момента ретроградности наступают ваши такие основные экзамены, да, поэтому здесь, конечно же, делите на 2 все свои стремления в легкости, сделать что-то быстро, сделать что-то активно, сделать что-то прям экспрессивно прямо здесь и сейчас, но это такой момент, когда необходимо набраться терпения, да. Конечно же, раз он был в начале января ретрограден, то уже в конце января, естественно, начнутся ваши первые такие уроки на прочность, на проверку, потому что и уже в феврале Меркурий будет в соединении там с Марсом, с Плутоном, то есть те самые как раз таки моментики, когда хочется убежать от вот этого настроения депрессивного, когда не хочется разбираться в старом, в прошлом, когда не хочется делать выбор, когда не хочется переключаться на новый режим, на новый темп, да, но все-таки придется, да, в те моменты, когда Меркурий как раз-таки будет в соединении с Плутоном, здесь естественно, все будет происходить быстро, придется разбираться, придется как раз-таки наводить тот самый порядок, который давно откладывали, делать все фундаментально, четко, понятно, да, для того, чтобы максимально выгрести из себя весь тот эмоциональный балласт, которым захламились. Причем особо напряженные месяца это будут январь, февраль и, я бы так сказала, март, да, то есть моменты, когда придется в прямом смысле прям потрудиться, прям поработать над собой, прям вытащить все те недоделки, которые не хотелось. Сложно будет в личной жизни, сложно будет в отношениях, сложно будет понять, что хочется в работе, но как раз-таки в марте, когда у нас наступит коридор затмений, да, то есть он будет с 25 марта по 8 апреля, то здесь, конечно, ребята, в этот самый момент, если вы приложите должные усилия, если вы, конечно, пойдете на ту глубину, на которую вы боитесь пойти, потому что у нас близнецы славятся тем отношениям, в котором они не очень-то хотят разбираться, да, то есть легкость, поверхностность, и это основные ваши бичи, да, как говорится. Поэтому здесь, мои дорогие близнецы, возьмите на себя здесь ответственность, приложите над собой усилия для того, чтобы разобраться в том, что вы давно хотите убрать долгий ящик, но нет, необходимо все-таки пройти этот этап жизни, взросления, понимания, отрицания, для того, чтобы пойти дальше. И если же вы пройдете жизненные уроки, связанные как раз-таки в феврале, в марте, то я вам серьезно говорю, апрель, май, июнь, июль, даже август будут у вас классные месяца, даже момент, когда будет в августе ретроградный Меркурий, тем не менее вы можете вернуться к старым ситуациям, которые вы не прошли, например, да, связанные с поездками, с путешествием, с переездом. Если вы отложили эту историю в долгий ящик, да, то тем не менее эти моменты с мая по
август, они как раз-таки с вами будут случаться, и если вы что-то не могли делать, не могли переехать, не могли что-то изучить, обучить, то есть как-то запустить правильную рекламу, то есть все, что связано с юпитерианскими сферами жизни, да, как раз-таки у вас смело, прекрасно получится. Я вам хочу сказать, что это будут потрясающие месяцы вашей жизни в 2024 году, когда ваша жизнь будет складываться, вот прям вы будете говорить, блин, ну все так классно, ну все так везет, почему все так легко получается? Потому что вы прошли как раз-таки те моменты, которые вы не хотели разбираться. То есть январь, февраль и март вы посвятили свою жизнь как раз-таки прохождению тех сложных уроков, вы не стали их откладывать в долгий ящик. И ваша жизнь стала складываться как надо. То есть, естественно, а те близнецы, если вы мне напишите где-нибудь летом и скажете, Женя, неправильно, все плохо, ничего не подходит, ну, значит, ребят, надо было как раз-таки вовремя, как говорится, ложка дорогая к обеду, смотреть в начале года этот гороскоп и понимать, что все-таки надо убирать страх и надо браться за дело. Что касается осени, я скажу так, октябрь интересный, ноябрь, в принципе, месяц, который заставит пройти проверку роскошью, проверку претензионную, проверку недовольства, проверка, что вам что-то вечно все не нравится. И еще раз хочу сказать, что вот эти моменты вашего внутреннего недовольства и вашего осознания, что вам что-то не нравится, это как раз-таки отсылочки к тому, что вы не доделали что-то весной. То есть когда необходимо было проходить уроки еще раз на одни и те же грабли, да, как говорится, когда вот необходимо было задумываться о будущем, вам не очень-то хотелось задумываться, вы как-то думали, что все само сложится. Ребят, не бывает. Сама хочу, чтобы все само складывалось, понимаете, но в чем тогда? Суть пути в самом пути, понимаете, выполнять как раз-таки все те задачки, решать их, да, которые попадаются нам по ходу движения. Поэтому, дорогие мои любимые близнецы, ноябрь будет месяцем противоречивым, я бы так сказала, апогей всего 2024 года, да, то есть финал 2024 года для вас наступит в ноябре, то есть ноябрь поистине будет месяцем сложным, и здесь просто нужно понимать, что если же вы пошли, наконец-то встали на свой путь развития, которым вы хотите жить, да, то есть хотите стать определенным человеком, подняться в обществе на 1, 2, а то и 3 слоя повыше, это неплохо, это не зазорно, это отлично, и это прекрасно. Здесь, конечно же, вам выбирать, будете ли вы этим заниматься прямо сейчас или отложите до ближайшего 26 года, когда это будет происходить очень быстро, и там просто нужно будет просто выбирать опцию, да, как говорится, успеть выбрать опцию, пока ее не выбрал кто-то другой. Поэтому здесь, как говорится, пока не все места разобраны, собирайтесь в тот последний вагон, когда еще можно все успеть, да, и понимайте, что если все то, что вы наметили на свой 24 год, но 23 в принципе тоже, потому что 24 год это как раз-таки то самое время, и мы с вами все будем реализовывать то, что не получилось в 2023 году, да, поэтому здесь прекрасно понимаете и осознавайте, все то, что вы хотели в 2023, случилось ли оно с вами тогда, и если нет, давайте понимать, нужно ли все-таки вам это, или вы передумали, и вы хотите совершенно другого. Поэтому, мои дорогие близнецы, как раз-таки ноябрь будет месяцем осознания, что вы что-то где-то перехотели, не захотели, от чего-то решили отказаться. И от мишуры на самом деле необходимо будет отказаться, от той навязанной роскоши, от тех навязанных слоями общества нужных, а-ля нужных штучек, да, то есть, как обычно говорят, вот тебе положено жить так, почему? А мне вот, например, хочется по-другому. Поэтому, ребят, здесь просто все равно придется в 2024 году разгадать загадку, куда же вы идете, зачем же вы идете, от чего же вы бежите, да, потому что декабрь будет уже таким более расслабленным месяцем, когда уже вот все произойдет в ноябре, и здесь, конечно же, понимаете, осознавайте, что
Ноябрь вообще, в принципе, будет месяцем очень сложным на мировые события, и для вас это будет очень сложный месяц, потому что вы будете впитывать вот это все, что происходит вокруг, и здесь понимаете, что что-то все-таки необходимо будет убрать. Плюс накладываем еще момент ретроградного Меркурия, да, вашего прямого управителя, и что здесь вы уже просто, в принципе, устанете, и обратите внимание на здоровье. Я бы порекомендовала под конец 2024 года вам все-таки заняться собой, здоровьем, расслаблением, привести все свои мысли в порядок, потому что от беспокойства ваших мыслей будет зависеть состояние вашей нервной системы. Поэтому, мои дорогие любимые близнецы, я желаю в 2024 году доделать все свои недоделки 23-го. Вообще, в принципе, если вы все доделали, просто наметить вам большой жирный план, кем вы хотите стать, в какое будущее вы идете. Или если оно вам вообще нужно, классное, яркое, интересное будущее, и то, как хотите именно вы. Или же вы хотите жить по чужому сценарию свою жизнь. Да? Здесь каждый выбирает сам, но в 2024 году у вас получится настроить свою работу, сферу коммуникации, вы научитесь договариваться, вы научитесь не бросать все на полпути. Вы, если осмелитесь, все-таки совершите тот самый переезд, который вы хотите, и звезды будут на самом деле к вам благосклонны, планеты, да, называйте как угодно, удача в том числе, но да, есть прекрасные периоды для реализации, есть моменты, когда необходимо замедлиться, подумать и навести просто стрелки компаса в нужное направление, и это нормально. И обязательно займитесь в конце года своим здоровьем. Конечно же, прекрасно им заняться в течение года и равномерно потратить время на все. Но когда у близнецов была стопроцентная усидчивость, да, поэтому, ребята, по ходу пьесы вот такой основной сценарий на ближайший год вам, как говорится, рассказала. Если у вас возникают персональные вопросы, вы знаете, где их задать и где их спросить, только обязательно оставляйте дату, время и место рождения. Без этих 3 данных я не смогу ответить вам корректно на вопрос. А отвечать просто так, наводить движуху я не хочу. Поэтому, ребят, спасибо, что были здесь. Задавайте вопросы в комментариях. И увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.